Кто со мной еще не знаком, мое имя Дмитрий. Я сооснователь компании RoboTrade Matrix. И мы сегодня с вами поговорим о инвестициях. Мы будем говорить об инвестициях, о создании портфеля и, конечно, о портфельном инвестировании и о том, какие же у нас есть инструменты, с помощью чего мы работаем. И начнем мы, конечно, со слогана «Не ищите идеальную стратегию, создавайте сильный и устойчивый инвестиционный портфель». Дело в том, что ошибка многих, особенно начинающих инвесторов, то, что они ищут какой-то идеальный инструмент, идеальную стратегию, куда хочется вложить все деньги мира и потом оттуда получать прибыль. К сожалению, лично я пока такой стратегии не нашел. Если вдруг где-то вы будете видеть, с удовольствием делитесь, я рассмотрю. Но, тем не менее, из моего опыта лучше всего работает портфельное инвестирование, когда мы с вами распределяем на разные инструменты. Ну и, конечно, мы знаем роль каждого инструмента в общем портфеле и можем грамотно делать ребалансировку и распределять средства по различным инструментам. И на сегодняшний день мы работаем в нескольких направлениях. Это три основных контура. Конечно, гостиничная недвижимость, тот инструмент, который дает стабильность, который дает основательность, торговые алгоритмы и дополнительные сервисы в виде криптокарт, которые работают на одной инвестиционной архитектуре. И благодаря этим всем трем контурам мы с вами можем создать идеальный портфель и наиболее, конечно, устойчивый. Поэтому портфель работает намного сильнее, когда вы четко осознаете, какая же роль у каждого направления, у каждого блока. И если мы возьмем недвижимость, то это самый консервативный инструмент, но при этом он самый устойчивый. Почему он устойчивый? А, Поставьте в чате плюсики, если вы знаете, что такое инвестиционная недвижимость и когда-либо о ней задумывались. Инвестиционная недвижимость – это такой инструмент, который, с одной стороны, нам дает вроде как низкую доходность, но с другой стороны, он наиболее устойчивый благодаря тому, что здесь право собственности в тех инструментах, с которыми работаем мы, оформляется конкретно на вас, и вы можете управлять. Наиболее интересные инструменты, мы с вами поговорим, это гостиничная недвижимость, но при этом есть апартаменты, апарт-отели и много различных вариантов по индивидуальному запросу, которые мы с вами можем реализовывать. Поэтому начинаем с наиболее стабильного инструмента, при этом он очень доступный, и об этом мы поговорим чуть позже с вами, какие же у него условия. Но он даст основу, он даст опору, на что можно опереться и с чего можно получать прибыль. Второй контур, с которым мы работаем, это, конечно, торговые алгоритмы. Это более активная часть стратегии, которая с управлением риска и хорошей доходностью двигаются по рынку. Конечно, данный инструмент, он позволяет в довольно-таки короткие сроки уже ощутить доходность, пощупать ее, можно даже вывести, потратить все, что необходимо. И этот инструмент, он великолепно дополняет первый контур недвижимости, потому что торговый алгоритм это более быстрые деньги, более активные, но, конечно же, как бы немножко с большим риском. И если недвижимость это устойчивый, стабильный инструмент, то торговые алгоритмы это дополнение к недвижимости. Либо же наоборот, торговый алгоритм может быть тем мостиком, который вас с вашей текущей точки может привести к недвижимости, но при этом тоже с грамотным соблюдением риска и выстроением портфеля. И какие алгоритмы есть, мы тоже с вами сейчас рассмотрим более детально. Ну и, конечно, криптокарты. Криптокарты – это такой инструмент, который позволит вам в режиме реального времени использовать вашу прибыль для ваших нужд. Сходить в магазин, потратить, либо же
снять наличные. Поставьте в чате единички, кто когда-либо пользовался разными сервисами обмена криптовалюты USDT, например, на гривны, евро, доллары. Я скажу от себя, когда мы обмениваем через различные сторонние инструменты, это, конечно, хорошо, мы можем с вами получить какие-то интересные условия, но, с другой стороны, мы попадаем под определенные риски, потому что Европа контролирует, Украина контролирует, Штаты контролируют все движения, которые есть по вашим счетам. И не дай бог, где-то будет упоминание криптовалюта, либо же доходность, либо какие-то регулярные, постоянные поступления, то это вызывает дополнительное внимание. Если мы говорим о криптокартах, то этот инструмент, который позволяет нам в режиме реального времени конвертировать наши USDT в либо эфир, либо биткоины в фиатную валюту, в гривны, евро, в доллары. Я сегодня ходил в магазин, и мне для того, чтобы сходить в магазин, нужно 100 евро. Соответственно, как бы у меня все просто. Я нажал две кнопки, у меня деньги зашли на мою криптокарту. Я сделал те покупки, которые я планировал. При этом у меня нет необходимости выставлять какую-то заявку, продавать свои USDT, ждать, пока они придут. Особенно если мы живем в Европе, то это может занять до 3-4 дней, пока они поступят на счет. Пока банк их пропустит, а пропустит ли или не пропустит, попадем мы под финмониторинг или не попадем. И это все нюансы, такие, которые возникают, если мы пользуемся обычными обменными инструментами. С криптокартой то все очень просто. Нажатием двух кнопок активируется виртуальная криптокарта, либо если немножко подождать, можно получить физическую криптокарту, и уже как вам удобно использовать данный инструмент. Но при этом он простой, удобный, комфортный для использования, и он входит в наш контур тех инструментов, с которыми мы работаем. Поэтому перед тем, как вообще что-то начинать, определитесь со своей целью и к какому риску вы готовы. Уже после этого подбирайте для себя те инструменты, которые будут наиболее комфортны для вас. И используя недвижимость, алгоритмы плюс наличные резервы либо сервисы, вы можете для себя создать оптимальную такую стратегию, с которой вы можете работать. Поэтому определенно вначале определите цель, и дальше создавайте базу и добавляете динамику. И уже к динамике используйте дополнительные резервы и сервисы согласно вашей стратегии управления рисками. И если у нас цель долгосрочный доход, который выстраивается постепенно, то это однозначно недвижимость. Плюс к этому можем добавить более динамичные продукты, но учитываем, что там есть больший риск. И в зависимости от того, что вы хотите, уже можно использовать. Либо же выстроите на алгоритмах определенный портфель, который целью тоже может быть прийти к недвижимости, которая будет вам приносить регулярно и постоянно определенный пассивный доход. Ну и, конечно, в разных пропорциях вы можете комбинировать эти инструменты между собой, между недвижимостью, алгоритмами, между стабильностью и риском, в зависимости от того, какая ваша цель и к чему вы, конечно, хотите прийти. Ну и давайте поговорим более подробно о недвижимости. Прежде всего, это, конечно, реальный актив в основе портфеля, который можно пощупать, можно увидеть, даже можно пожить. Это гостиничные номера. Мы работаем, основной наш принцип – это крупные гостиничные сети, такие как Рэдисон, Wyndham. Поставьте в чате двоечки, если вы хотя бы одну из этих сетей слышали или, может, даже жили в их номерах. И гостиничная недвижимость имеет ряд преимуществ перед покупкой апартаментов, либо дома, либо номера в апарт-отеле. Первое – это возможность войти через долю или целый номер в зависимости от ваших ресурсов. Благодаря той концепции, с которой мы работаем, есть возможность зайти на минимальную долю и даже больше.
не просто на минимальную долю, а еще получить еще меньше стартовую сумму, но взять эту долю либо номер в рассрочку. А, И гостиничный формат с управлением. Здесь очень простая логика управления. Все стандартизировано, и у вас нет проблем с тем, что потек кран, либо что-то нужно поменять, либо мебель износилась, либо еще. Здесь все стандартно, и этим занимается управляющая компания, которая работает с данным отелем по принципу франшизы, как Макдональдс. Поэтому все стандартизировано, все очень простая система управления, ну и, конечно, стабильные гарантированные выплаты, потому что, повторюсь, это не просто номер в каком-нибудь непонятном маленьком апарт-отеле, а это номер, который входит в гостиничную сеть. Соответственно, у нас более простая сдача, большая заполняемость и другие нюансы. И одно из преимуществ оно заключается в том, что а, вы получаете прибыль не просто от сдачи вашего конкретного номера, либо доли номера. А, Работает по принципу пула, когда весь пул отеля, весь номерной фонд отеля сдается по мере загрузки разных номеров, и в течение месяца подсчитывается каждый конец периода, прибыль всего отеля, и она распределяется между всеми инвесторами. И такой подход, он еще дает дополнительную диверсификацию, потому что если вы просто имеете свои апартаменты, то у вас есть проблемы с заполняемостью. Какой-то период пустует, какой-то период больше заполняемость и так далее. Здесь, независимо от того, насколько в течение месяца заполнялся конкретно ваш номер, вы получаете диверсифицированный процент от всей прибыли. И, конечно, это может помочь спрогнозировать доход. И нюанс, конечно, присутствует в том, что мы входим на этапе строительства и имеем из-за этого ряд преференций и преимуществ. Ну, конечно, выплаты идут немножко с отсрочкой после запуска отеля. И возможность, конечно, принимать участие в разных регионах. И основные это 3 региона, которые мы с вами закрываем. И, конечно, это 3 абсолютно разных инвестиционных сценария. Первый регион – это Турция, сеть Trip by Wyndham, город Измир, прекрасный деловой центр Турции. Лично я несколько месяцев жил в Измире, зная, какой это оживленный, насыщенный, динамичный город. Он не только живет туризмом, и, конечно, из-за этого у нас большая заполняемость отеля. И если мы берем разницу между привычными нам Анталия, Алания, Кемер, такими известными турецкими курортами, то там заполняемость большей части только в сезон. Вне сезона это будет намного меньше. То здесь, благодаря тому, что наша целевая аудитория не только туризм, а еще и деловые поездки, то заполняемость отеля будет выше. Грузия имеет ряд своих нюансов и преимуществ. И, конечно, это большая сеть, это Wyndham Grand. И здесь цена входа будет немножко больше у нас, но при этом еще дополнительные варианты. Это гарантия выкупа. Через определенный период сама управляющая компания гарантирует то, что она может вашу долю либо номер полностью выкупить. Это all-inclusive формат. И благодаря такому формату вы получаете еще дополнительно к инвестициям возможность отдыха. При этом отдыха не только в Грузии, не только в сети Wyndham, ну, вернее, в сети Wyndham, да, но в любом отеле данной сети по всему миру. Это очень-очень интересное преимущество. Забегая вперед, скажу, что при покупке целого номера вы получаете аж целых 60 дней в году возможности отдыха. И это не какие-то там виртуальные юниты, единицы, которые где-то когда-то можно использовать. Это известная сеть, международная сеть, которая имеет больше 9 тысяч отелей по всему миру, и в любом из них именно сети Wyndham Grand вы можете забронировать номер и
жить там в течение этих 60 дней в году абсолютно без оплаты. И это, конечно, значительное преимущество Грузии. Мальдивы. Мальдивы у нас сеть Radisson Resort, Мальдивы, и здесь очень интересный формат, потому что есть две возможности. Первая возможность – это также купить номер либо долю в номере, и вторая возможность – это принять участие в коммерческой недвижимости. Ставьте в чате единички, если вы знаете, что кроме номеров отелю еще приносит прибыль сдача в аренду недвижимости под рестораны, под магазины, различные сервисы, которые есть еще при отеле. И как раз по данной концепции работает отель в Мальдивах, когда вы можете проинвестировать не только в номер, а еще дополнительно к этому получить долю в коммерческой недвижимости и получать оттуда прибыль. И если мы с вами говорим о Турции, то Турция вход от 25% от номера и, конечно же, до 100% до полного владения. При этом 25% номера – это порядка 38 тысяч долларов, конечно, в зависимости от того, какой номер вы выберете. То, что может быть стандарт, может быть люкс, премиум и так далее. И данная сумма вам будет приносить 187 долларов в месяц. При этом здесь у вас будет это гарантированная часть, и 540 долларов в месяц – это по прогнозу, когда отель выйдет на полную заполняемость. Это при условии, если мы входим на минимальную долю. 50%, соответственно, 77 тысяч, 75 – 115 тысяч и полный номер 138 тысяч долларов. И уже полный номер приносит 750 долларов, около 750 – это гарантированная часть, и 2160 – прогнозируемая часть на тот момент, когда отель войдет в полную мощность и будет более полная заполняемость номеров. Но при этом есть еще одно преимущество. Вы можете взять рассрочку либо целый номер, либо его долю. При первом взносе 50%, пожалуйста, вы можете для себя воспользоваться данным преимуществом. При этом рассрочка идет на 1 год в Турции. И по Турции первые выплаты начинаются через 6 месяцев, согласно договору с управляющей компанией. И если взяли рассрочку, то через 6 месяцев у вас уже начались первые выплаты, и вы можете дополнительно из этих выплат уже гасить дополнительную рассрочку и уменьшить сумму платежа. Поэтому такое интересное преимущество тоже есть. Поэтому фактически стартовать с Турции можно от 20 тысяч долларов. При этом преимущество данного направления в том, что вы можете покупать либо по факту приехать в Турцию, мы вас поселим, покажем все варианты, покажем отель, как он строится, познакомим с управляющей компанией, застройщиком, и вы уже на месте можете подписать с ними договор. Либо же, если вам удобно дистанционный формат, такое тоже возможно. Одно из наших преимуществ как раз заключается в том, что не выходя из своей квартиры либо офиса, вы можете принять участие в данном проекте и проинвестировать, купить свою долю, либо целый номер, либо квартиру, либо номер в апарт-отеле, как вам более удобно. И это все дистанционно, мы обеспечиваем все сопровождение, весь сервис. Конечно, с верификацией личности, подписанием электронного договора – это обязательные моменты. Поэтому вы выбираете либо же крупная сеть, наиболее интересный вариант и наиболее простой для конечного пользователя, либо же можете совместить вариант инвестиционный с возможностью личного отдыха, когда какой-то период сдается, какой-то период вы отдыхаете. Это просто апартаменты. Варианты есть разные в зависимости от запроса. И Грузия. Грузия очень интересный формат. Это Батуми, конечно же, сеть Wyndham Grand. Формат all-inclusive и 10% годовых по договору на 5 лет. И застройщик обязуется дать вам возможность обратного выкупа.
И тоже можно входить в долю 25, 50, 75, 100%, и даже при доле 25%, 1/4, то вы можете получить в Грузии 15 дней безоплатного отдыха повторюсь, любом из отелей данной сети. Ну, либо же при стопроцентной оплате, стопроцентном номере вы можете получить до 60 дней отдыха с семьей. И это такое хорошее преимущество у Грузии. Ну, конечно, цена немножко будет больше, но, тем не менее, тоже потенциал очень-очень интересный. И Мальдивы – это премиальный, конечно, проект. Здесь самая высокая цена, но при этом очень хорошее расположение, 65 номеров в отеле, 30 минут до аэропорта, поэтому весь необходимый сервис. И сейчас Мальдивы – это очень интересный регион, потому что открыли дополнительные острова, открыли под застройку те регионы, которые были закрыты. Это сеть Radisson Resort Мальдивы, и, конечно, вы можете принять участие и в данном сегменте. Цена намного-намного выше. Кому интересно, индивидуально мы с вами можем разобрать, составить кейс. Это лучше всего делать под запрос вместе с нашими партнерами, потому что недвижимость – это не просто лично наша прихоть. Мы работаем в партнерстве с компанией, которая около 20 лет работает в сфере инвестиционной недвижимости. И, конечно, уже под ваш запрос мы подберем наибольшее интересное решение. Поэтому, что касаемо стабильного сектора и первого контура недвижимости, вот с этим мы работаем. Повторюсь, что наиболее интересные варианты – это гостиничные сети, потому что там наиболее простой вход, наиболее простое управление. Но по запросу возможны дополнительные сервисы, возможно, апартаменты, квартиры, дома, все, что необходимо. Мы это все обеспечиваем под управление, либо же под личные цели. Это уже в зависимости от цели, как мы начали нашу встречу, определитесь с целью, какая ваша цель. И переходя ко второму контуру, уже к алгоритмам. В алгоритмах тоже наша идея как раз заключается в том, чтобы создать эффективный портфель. И благодаря созданию портфеля ваши средства работают в разных инструментах, которые дают возможность пользоваться различными сервисами. И, конечно, тут тоже в зависимости от вашей цели. Но ключевое, есть 5 направлений, 5 независимых друг от друга алгоритмов, которые уже составляют портфель. Это направление Invest, Gold, Alpha, Grid и Duo Trade. На сегодняшний день 5, но мы добавим еще несколько инструментов в течение следующего месяца. Идет активное тестирование, поэтому будет очень интересно. И здесь тоже в зависимости от вашей цели вы для себя составляете портфель. И идеальный вариант, когда вы хотя бы с минимальной суммой открываете для себя все 5 направлений. Это стабилизирует ваш портфель. Почему? Потому что каждый алгоритм, каждое направление работает по своему алгоритму. И у каждого своя точка входа. И здесь даже разные инструменты будут. Если Invest, Gold, Alpha, Duo Trade, они работают с таким активом, как золото, но приумножая доллар США, конечно, с разными стратегиями, разными входами, разными рисками, но тем не менее актив один, то Grid, BTC Grid в данном случае работает с биткоином. И альфа работает комбинировано золото и биткоин на одном счету, на одном алгоритме. Фактически 2 робота работают вместе на ваш результат. И давайте посмотрим более подробно. Ну, прежде всего, Gold Standard – это одна из наиболее распространенных стратегий, потому что она дает хороший баланс между риском и устойчивостью. И самая первая стратегия Gold VIP. Стратегия работает у нас уже около 4 лет. За эти 4 года по ней было 2 стоп-лосса.
Здесь стоп-лосс 50%. Это как раз и есть ваш риск на данном инструменте. Доходность от 6 до 10% в месяц, все в зависимости, конечно же, как бы от того, что дает рынок. При этом данная доходность не является гарантированной. Данные результаты указаны на основе работы стратегии в предыдущие периоды. Что будет в дальнейшем, конечно же, как бы зависит от того, что будет давать рынок. И фокус на рост капитала внутри движения, и данная стратегия, она и устойчивая, при этом дает стабильную динамику роста портфеля. При этом с стоп-лоссом, с сохранением риск-менеджмента. Важный момент, стоп-лосс здесь тоже не является фиксированным, он стоит на уровне 50%, но может закрыться по рынку, это где-то немножко больше, где-то немножко меньше, все в зависимости от текущей ситуации на рынке. И дальше идут модификации, тоже стандарт стратегии, Gold стандарт, следующий у нас Gold Plus. Gold Plus отличается тем, что он работает на основе тоже стандартной стратегии, но с увеличенной доходностью, с доходностью от 12 до 20% в месяц. И это тоже дает такой хороший средний результат, где доходность немножко выше, ну как немножко в 2 раза выше, чем Gold VIP, но при этом хорошая динамика и хорошая стабильность. Но данная стратегия, она работает без стоп-лосса, либо же вы в ручном режиме выставляете стоп-лосс, когда 50% от депозита работает на счету, и 50% идут либо же как бы в более консервативную стратегию, либо вообще отдельно лежат на кошельке. Такой ручной контроль рисков. Стратегия работает уже у нас 6 месяцев. Это модификация на увеличение доходности. Даже уже 7 месяцев. За эти 7 месяцев максимальная просадка по ней составляла 10%, что тоже очень хороший результат. Следующая стратегия – это Gold Prime, тоже еще более динамичная по доходности и работает в диапазоне 18-30% в месяц. Здесь тоже хороший баланс и хорошая устойчивость. Также нет фиксированного стоп-лосса, но при желании вы можете распределить ручной контроль 50/50. Следующая стратегия Gold Turbo. Здесь уже максимальные обороты, максимальная доходность. Это 50-60% в месяц. И конечно же, при такой доходности здесь максимальная динамика, но также и максимально высокий риск. Поэтому, соблюдая данный риск-менеджмент, вы уже можете для себя выстроить, что для вас более приоритетно. Ну и очень интересная стратегия – это фермерские стратегии. В данном варианте она представлена на основе Turbo, но может работать и на Gold Plus, Prime, на любой из представленных стратегий. Это своего рода стратегия перевертыш, потому что она начинает работать с более высокого риска. Например, если вы запускаете турбо, то вначале она работает в режиме турбо и риск высокий. Но если по предыдущим стратегиям рекомендации снимать прибыль, особенно турбо, как можно чаще, по турбо вообще рекомендация каждый день снимать свою прибыль, переводить на внутренний кошелек, либо на более консервативную стратегию, то по турбофарм рекомендация, не рекомендация даже, особенность работы стратегии, то, что мы прибыль оставляем на счету. И когда наша прибыль остается на счету, у нас получается за счет капитализации сложного процента более активно происходит рост. И когда у нас растет депозит, то данная стратегия постепенно по мере роста депозита уменьшает риск. И в тот момент, когда вы уже выходите плюс 200% от начальной суммы депозита, уже стратегия работает в режиме Gold VIP со стандартным риском. Вы можете подать заявку на установку стоп-лосса у вас по счету, либо же как бы перезапустить стратегию, забрав прибыль, оставив только начальный депозит, и вы можете открыть на прибыль стратегию Gold VIP, например, и работать уже в ней, а первоначальный депозит снова перезапустился и снова пошел в режиме фермерском,
до плюс 200%. Когда у вас работает на счету плюс 200%, уже снова стратегия работает в режиме Gold VIP. И дальше вы можете либо продолжать работать в режиме Gold VIP, подав заявку на установку стоп-лосса, либо же точно так вы снимаете прибыль, оставляете начальное тело депозита, и снова стратегия пошла в перезапуск и работает на максимальных оборотах. Поэтому вот такая вот интересная и любопытная стратегия. Если мы с вами посмотрим на стратегию инвест, то она спокойней. У нее другая точка входа. Если и та, это импульсные стратегии, то Gold Standard входит с меньшим импульсом, имеет больше сделок, то Gold Invest, наоборот, она более спокойна и более активна, например, в момент каких-то экономических всплесков, выхода новостей, тогда она работает лучшим образом. Это для нее идеальное время. Если Gold стандарт в период выхода новостей вообще отключена, работа не ведется, то здесь, наоборот, в такие периоды максимальная прибыль. И, конечно же, как бы по данной стратегии доходность от 2 до 5% в месяц. Смело можно использовать сложный процент, при этом стоп-лосс здесь устанавливается на уровне 30%. Если мы берем стандарт инвест и стратегия рассчитана на долгосрочный период. Но при этом можно еще увеличить доходность, включив в себе либо Инвест Плюс, либо Инвест Прайм стратегию. И на Инвест Плюс ориентировочная доходность 10-25% в месяц, но без стоп-лосса. И Инвест Прайм от 30 до 50% в месяц, тоже без стоп-лосса. Ну и также можно запускать фермерский режим, когда стратегия работает на динамику, на увеличение. Поэтому вот такое интересное направление стратегии инвест. И давайте посмотрим на стратегии Альфа и Грид. Если мы берем Gold Alpha, BTC Alpha, на сегодняшний день обе стратегии работают в рамках одного робота на одном счету. Мы их объединили, потому что есть такой момент, что они могут входить в сделки не каждый день и может находиться 2-3 дня вообще без сделок. И потом сделать 1-2 сделки за день и снова в ожидании. Поэтому для того, чтобы увеличить количество сделок и прибыль, они были объединены на один инструмент. При этом работает на основе авторского алгоритма и работает, конечно, с очень низким риском на сделку. Gold Alpha у нас с вами работает с риском около 2% на сделку, то такой приятный небольшой стоп-лосс, то BTC работает до 4% на сделку, все в зависимости от текущего курса биткоина, потому что риск выставляется не в процентах, а в пунктах, которые цена должна пройти. И также приятной особенностью данной стратегии является то, что при движении цены риск-менеджмент переходит в зону без убытка. Когда цена прошла 1% в открытом направлении, то стоп-лосс выставился уже в плюсовую зону, и сделка закроется либо практически в ноль, либо небольшой минус, либо небольшой плюс. Либо же закроется по take profit уже существенным плюсом, существенной прибылью. Особенностью стратегии Альфа является то, что стратегия долгосрочная, и из-за короткого стоп-лосса стоп-лоссов будет и будет большое количество. На динамике времени количество прибыльных сделок перекрывает в истории количество убыточных, но тем не менее могут быть серии минусовых сделок, может даже быть минусовый месяц с каким-то небольшим минусом. Но из-за того, что риск маленький, то минус относительно небольшой по счету. Но помним, что стратегия своеобразная, она подходит только для тех, кто комфортно относится к небольшим минусам по счету и понимает принцип работы стратегии и рассчитывает на долгосрок хотя бы 6 месяцев, год работы. Тогда вы увидите тот результат, который может дать данная стратегия. Что касаемо BTC Grid,
то стратегия тоже работает в двух вариантах: индикаторная либо стандартная. Индикаторная — более осторожный вход, но, конечно, за это мы платим меньше прибылью, и стандартная работает уже по стандартной сетке ордеров. Стратегия простая, простая в работе, простая математическая логика выстроенная в ней. Данная стратегия работает без стоп-лосса и выдерживает комфортно до 50% просадки базового актива, соответственно, биткоина. Когда биткоин падает на 50%, например, сейчас 60 тысяч, даже чуть больше, уже 64, биткоин упадет до уровня 30 тысяч, тогда по данной стратегии наступают риски, и ваши действия — это просто 100% от начального депозита долить в стратегию. Таким образом, у вас снова подвигается риск на еще минус 50% от текущей цены. Соответственно, от 30 тысяч биткоин должен упасть до 15 тысяч, что в текущем рынке довольно-таки маловероятно, но при этом тоже возможно, и цена дальше выходит в прибыль, вы спокойно снимаете свою доливку и работаете дальше. Особенность REIT-стратегии то, что она может находиться в небольшой просадке постоянно, при этом тугими сделками делая прибыль и постепенно закрывая и ордера. Также в данной стратегии раз в определенный период будет включаться покрытие убытка, когда какой-то период она будет закрывать прибыльные и убыточные сделки одновременно, таким образом выводя в ноль и уменьшая нагрузку на депозит. Поэтому вот такая вот интересная стратегия. Ну и здесь у нас контроль риска, какие риски и доходность, отличия, краткое отличие стратегии между собой. И, конечно, есть еще одна стратегия — это до трейд. Соответственно, до трейд работает тоже с двумя алгоритмами. И на сегодняшний день до трейд работает с участием человека, когда трейдер еще дополнительно смотрит за счетом и при необходимости контролирует работу, переключает между собой роботов, когда один работает, когда другой работает, и при необходимости может фиксировать сделки с каким-то небольшим минусом, прогнозируемым минусом, скажем так, если видит, что сейчас нужно закрывать сделку и не дожидаться разворота цены. И Gold Turbo Farm — это отдельная разгонная логика. Фермерская фарм-стратегия может идти на плюс, и на прайм, и на турбо, и дает хорошую динамику для разгона. Но, конечно же, первоначальный период она связана с большими рисками. И здесь у нас разные варианты портфеля. Это пример, как это может работать с недвижимостью, с алгоритмами вместе связано, и может быть более консервативный, сбалансированный, либо более активный портфель, и везде можно под вас индивидуально, в зависимости от конкретного запроса, собрать максимально, адаптировать, скажем так, стратегии под ваши задачи, под ваши цели, и мы вместе с вами это, конечно, сделаем. И обязательно управляйте рисками, не только стоп-лосс, потому что стоп-лосс он может плавать, есть такое понятие, как проскальзывание на рынке. Для того, чтобы избежать этого момента, то просто перераспределяйте, работайте с ручным контролем 50/50, но при этом стоп-лосс, он ваш друг, он защищает ваш капитал. И для агрессивных стратегий логика немножко отличается. Более частая фиксация прибыли, она снижает, конечно же, общий риск. Кроме фарм-стратегии, потому что в режиме фарм, наоборот, мы оставляем прибыль, и то, что прибыль остается на счету, это тоже является снижением риска, но впоследствии. И, конечно же, у нас есть прекрасная партнерская программа. У нас есть партнерская программа, связанная с алгоритмами, и есть партнерская программа, связанная с недвижимостью. Недвижимость чуть больше по времени, потому что по недвижимости сделка закрывается чуть за дольше период, но при этом вознаграждение более приятное и комфортное.
По алгоритмам вы получаете и активный доход. Когда делая активные рекомендации, устраивая команду, вы получаете прибыль от работы всей сети, всей команды. Ну и также есть пассивная часть, когда вы получаете процент от дохода вашего партнера. Это что касаемо партнерской программы по алгоритмам. Ну и, конечно, криптокарты. По криптокартам все очень интересно. Это партнерский сервис. Мы в партнерстве с Необанком работаем, где вы можете заказать себе либо виртуальную, либо физическую криптокарту. И там тоже есть партнерская программа. Рекомендую своим друзьям, знакомым. Вы получаете еще вознаграждение от их покупок. Поэтому, собрав это все вместе, мы с вами получаем такой шикарный инструмент и для построения активного дохода, и, конечно же, для пассивной прибыли, когда на вас работают ваши деньги. И давайте я вам обещал показать сегодня наши изменения в личном кабинете. Кто еще не знает, кто не видел, я сейчас покажу. Ну и еще нас в ближайшее время ждет несколько довольно-таки приятных моментов. И первый интересный и приятный момент. Мы вводим такой инструмент, мы его назвали стоп-кран. Сейчас активно идет доработка данного инструмента. Он позволит комфортно проходить крупные колебания на рынке. Инструмент будет работать примерно таким образом, что если идет резкое колебание, рост или падение цены актива, с которым мы работаем, то робот будет выходить с текущим минусом. Это будет меньше, чем 50% однозначно, и сразу же будет останавливаться до ручного перезапуска. И прошлые стоп-лоссы, они как раз у нас были, когда рынок падал на 11%, рынок золота, внезапно, непредсказуемо, просто резкое колебание и резкое падение. Поэтому, чтобы избежать этого, мы делаем данный инструмент для того, чтобы дать большую защиту. Так, это наш личный кабинет. Здесь есть, кто уже пользуется разделы предоплаченного баланса, также какой у вас пакет, какая его активность, какие его особенности. Интересный инструмент – это банка, это ваш личный компенсационный такой фонд или резервный фонд, назовем его так. И в случае непредвиденных обстоятельств на рынке, крупного падения больше, чем на 80% от стандартных стратегий, либо же двойного стоп-лосса, то в таком случае вы можете подать заявку, и сумма в банке вам будет выплачена. И это очень удобно, потому что вы знаете, что какую-то небольшую или большую компенсацию уже предусмотрели, такой ваш личный резерв для каждого. И вы можете наблюдать, как он меняется, и пополнять его при своей необходимости. Так, 10% от комиссии оно уходит в эту банку, и здесь у вас накапливается. Мои роботы тоже работают интересно. Раздел на данном кабинете, давайте покажу вам, например, на данном инструменте. Здесь ваша личная статистика, где указана стратегия, номер счета, текущий баланс, прибыль за сегодня, за неделю, за 30 дней. Также у вас здесь идет суммарная прибыль, суммарный результат нарастающим итогом, и также можно просмотреть за выбранные периоды. Можно видеть по дням, по неделям и, конечно, по месяцам. И здесь тоже у вас может отображаться либо по за период, либо нарастающим итогом. И видим, что по данной стратегии вот идет накопительный результат. Если за вчера было плюс 18,01, за сегодня уже плюс 18,47% по данной стратегии. Это если брать нарастающим итогом. И можно посмотреть ежемесячно, это было за месяц, и по данной стратегии уже накопительным итогом стратегия заработала плюс 92,7%.
соответственно, еще чуть-чуть, и она уже в плюс 100% выйдет. Поэтому вот такая вот интересная стратегия, интересная функция. Также есть партнерская программа, и самое интересное – это наши сервисы. Здесь у нас есть недвижимость и криптокарты. По недвижимости вы можете смотреть текущие предложения отеля, либо квартиры, и уже здесь расписаны более подробно все варианты. Вы можете прокрутить здесь, пролистать разные предложения, разные объекты. Это примерные варианты. На самом деле их намного больше, и индивидуально под запрос мы с вами можем работать с разными инструментами. Либо же по отелям, также как бы есть различные возможности работы с отельной недвижимостью. Турция, Грузия, Мальдивы, же могут быть отдельные номера, либо же как бы доля в коммерческой недвижимости, как я говорил ранее. И наш сервис CryptoCard также работает у нас на сайте. Вы можете для себя развернуть его, чтобы было удобно. И здесь уже ваши криптокарты работают. Соответственно, как бы вы можете войти, либо зарегистрироваться, выпустить карту, заполняете все данные, и прямо с нашего сайта вы комфортно уже для себя можете выпустить карту и пользоваться в течение 5 минут, ее активировать и уже комфортно ею пользоваться. Внутри это выглядит вот таким образом. Соответственно, как бы есть, можно пополнить счет, есть раздел «Мои карты», вот они карты наши. Можно выпустить карту с телефона, будет немножко по-другому отображаться. И вот доступные варианты выпуска карты и также как бы дополнительные условия, которые здесь есть. Например, какие требования, где с чем работает. Данная карта работает с Google Pay, либо же онлайн, требования к балансу и все, что нам необходимо знать о данном продукте, оно здесь. И это очень интересная физическая карта. Вы ее можете выпустить, получить на руки и спокойно пользоваться, в том числе данным продуктом. Поэтому на нашей платформе мы объединяем различные инструменты для того, чтобы нам с вами было комфортно пользоваться и комфортно работать с тем или иным инструментом. Поэтому то, чем я с вами хотел сегодня поделиться, это на сегодняшний день все. И мы с вами управились буквально за 1 час, 2 минуты. У кого есть вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Задавайте, можете включать микрофоны и кому необходимо спрашивать. Друзья, спасибо, что были сегодня в этот прекрасный теплый день. Надеюсь, у вас более прохладная погода, чем у меня, потому что у меня сегодня плюс 38. Ну, а мы с вами увидимся в субботу. В субботу у нас будет мероприятие, которое посвящено подведению итогов месяца. Мы посмотрим, как же отработали наши стратегии за июль и обсудим наши планы и возможности по августу месяцу, что мы планируем делать, куда двигаемся и что нас ожидает тоже в ближайшее время. Поэтому спасибо, что были с нами. Друзья, кто смотрит в записи, то если есть вопросы, вы можете оставить либо комментарий, поставить лайк обязательно этому видео. И кому необходимо, можете со мной связаться лично, с удовольствием отвечу на те вопросы, которые у вас появятся, и помогу вам составить ваш личный портфель. Но данная информация была представлена в обучающих целях и не является гарантированным доходом или финансовой рекомендацией. И всем спасибо. До новых встреч.